переходим к слайду, который будем обсуждать, наверное, минут 20 как минимум. Будем говорить, друзья, о внутренних факторах, которые влияют на состояние рынка, в данном случае на стоимостный показатель. Итак, давайте начнем с карты очень подробно. Начнем с Никосии. Да? Никосия это, вот если здесь вы посмотрите, он отрисован, ну вот это больше, наверное, вот таким голубым цветом. Границы видны здесь на самом деле, это Google Map так отрисовывает. Основные параметры. Начнем с количества домов. Это отдельно стоящие домовладения всего. Это, кстати, служба статистики дает Евростата 2021 год перепись населения и перепись жилого фонда. Они посчитали, да, ну, жилой фонд это уже 2024 год и 2024 год количество населения. Итак, отдельно стоящие домовладения 84 898. Многоэтажные или многоквартирные дома, так это назовем, да, 78 тысяч 32 дома. Это, напоминаю, все у нас в провинции Никосия. Всего общее количество жилого фонда, еще раз, это не квартиры, друзья, услышьте меня, это здания и сооружения, где находятся квартиры. Видим, что 162 930 отдельно стоящих зданий и сооружений, в которых находятся квартиры, разбивку вам дал. То есть делаем вывод, что все-таки одноэтажный Кипр, одноэтажные здания в провинции Никосия более популярны и традиционно, в общем-то, больше отдельно стоящих домовладений, чем многоквартирных домов. Итак, друзья, следующий показатель, это мы говорим о внутренних показателях, это количество населения. Количество населения, которые проживают в целом в провинции, не в городе, муниципалитете, а в провинции Ларнакас, видим 350 тысяч 035 человек. И квартиры, которые выставлены для продажи, это уже данные, которые фиксирует программа Olymp News. Это программа, которая создана мной. У меня есть патент, зарегистрированный в Украине. Также есть авторское право на данный продукт. Мы видим, что количество предложений в январе 2026 года достигло 32 298 объектов жилой недвижимости. А вот теперь, друзья, давайте я вам покажу как бы закономерности. Ну, во-первых, наука занимается тем, что исследует повторяющиеся во времени процессы. То есть вот эти закономерности, они налицо, я просто акцентирую на них внимание. Мы видим, что всего 350 тысяч населения. Также видим, что количество домовладений 162 тысячи, 163 можно округлить. Из них, если многоквартирные дома, то в целом квартир, наверное, будет, ну, я так предполагаю, что под 250 тысяч, если посчитать исключительно квартиры. И вот на 250 тысяч квартир в продаже мы увидели 32 тысячи. Это говорит, друзья, о том, что, ну, сколько это? Порядка, наверное, там 12% квартир продается на открытом рынке в целом. Это провинция, напомню, сюда входит достаточно много агломераций из небольших населенных пунктов. Так вот, это где-то 12% от всего жилого фонда. Это нормальное поведение рынка. Почему это нормальное поведение рынка? Я это знаю хорошо по Украине. Всю Украину мы, в общем-то, у меня есть данные, которые сейчас обсуждаем с вами по Кипру, то же самое по каждому крупному областному городу в Украине. И вот я просто вижу эти закономерности, когда продается, сейчас, когда, одну секунду, да, когда мы видим, что где-то 10-12% квартир выставлено на продаже от общего жилого фонда, и на цифрах я вам показал, это нормально. Значит, это рынок не перегрет по предложениям, и стоимость квадратного метра, естественно, друзья, что должна расти.
Давайте посмотрим вот здесь внизу. У нас уже стоимостные показатели. Это данные, которые, естественно, собирает компания Limp Consulting, и я ваш покорный слуга. Итак, Никосия. Видим, что за год сравнивали 1 января 2025 год с 1 января 2026 года. Показываю, друзья, вот здесь указочкой. Видим, что рост на 3,98%, то есть адекватно ведет себя рынок абсолютно, на 4% рост в годовом измерении. С учетом того, что там порядка 2,5% это у нас инфляция, то понятно, что рынок недвижимости даже показал, если у вас квартиры в Никосии и новое жилье, даже показал незначительный рост. То есть вы не прогадали, друзья, в плане приобретения недвижимости, если вы приобретали буквально недавно. А если давно, то все равно для вас это приятно, когда ваша недвижимость незначительно год от года дорожает. О старом жилье давайте посмотрим. Видим Никосия также. 2012 евро стоимость квадратного метра, это январь 2026 год. Январь 2025 год 1963 евро за квадратный метр, что показало чуть меньше, но динамика роста 2,52%. То есть вполне адекватно ведет, еще раз напомню, себя рынок. Итак, мы разобрали с вами целую провинцию Никосии. Я показал вам внутренние факторы, которые влияют на ценообразование. И поговорили о средней стоимости квадратного метра.